Когда доберман бросает на землю маленькую девочку с синдромом Дауна, ее мать прибегает, испугавшись, что он нападает на нее. Но когда она видит причину поступка собаки, она не верит своим глазам. 17-месячная Шарлотта, хихикая, бросила маленький резиновый мячик своему доберману. Хан побежал за мячиком, бешено размахивая хвостом. Каждый раз, когда он приносил его обратно, Шарлотта радостно хлопала в ладоши, и ее смех эхом разносился по всему двору. Пока Шарлотта и Хан играли, все казалось нормальным, но внезапно Хан навострил уши и напрягся всем телом, когда побежал назад с мячом. Его острый взгляд остановился на чем-то скрытом за высокой травой у пешеходной дорожки. Малышка схватила мяч, все еще улыбаясь, но Хан шагнул вперед и толкнул ее носом. Он снова толкнул ее, на этот раз сильнее. Она попыталась обнять его, хихикая, полагая, что это часть игры. Ему. Она попыталась снова перехватить мяч, но Хан не дал ей паса. С глухим рычанием он начал оттеснять Шарлотту, сохраняя при этом напряженную и настороженную позу. Девушка немного запнулась, застигнутая врасплох его внезапной сменой поведения. Когда она снова попыталась двинуться вперед, доберман зарычал и сильно толкнул ее, едва не опрокинув. Малышка нахмурилась и пригрозила заплакать, но Хан не остановился. Вверх. Его взгляд метнулся от нее к чему-то за спиной, а рычание стало еще громче. Он толкнул ее еще раз. На этот раз сильнее, так сильно, что она чуть не упала обратно на газон. Она попыталась понять, почему ее любимая собака так себя ведет, и слезы наполнили ее глаза. Затем Хан начал громко и злобно лаять, чего Шарлотта никогда раньше за ним не замечала. С бьющимся сердцем она огляделась по сторонам, пытаясь понять, что так напугало ее обычно спокойного спутника. Миссис Велецик, мама Шарлотты, мыла посуду в доме, когда ее внимание привлек пронзительный неистовый лай, нарушивший тишину дня. Она узнала лай Хана, и ее руки замерли. Это не был его обычный веселый лай. Он был громче, мощнее и граничил с безумием. С бешено колотящимся сердцем она поспешила к задней двери и распахнула ее. Когда она вышла на крыльцо, ее первый взгляд был направлен на дочь и Хана, который настороженно наблюдал за маленькой Шарлоттой, напрягшись всем телом и яростно лая. Но Хан двинулся с места, прежде чем она успела подойти к ним. Внезапно он схватил Шарлотту за подгузник своими крепкими зубами. «О боже, Хан, нет!» Миссис Свиличек вскрикнула, на мгновение решив, что собака сошла с ума. И, учитывая то, что он сделал дальше, ее опасения были полностью оправданы. С неожиданной энергией Хан швырнул ребенка через весь двор в метре от себя. Шарлотта ненадолго пролетела по воздуху, прежде чем мягко приземлиться в нескольких футах от него. Она вскрикнула от шока, но была цела и невредима. У миссис Свиличек чуть не случился сердечный приступ. «Моя малышка!» — закричала она, и ее голос разрушил атмосферу. Здесь, движимая только ужасом и чистым адреналином, она едва касалась ногами земли, когда, не задумываясь, бежала через двор. Ее малышка лежала на лужайке, ошеломленная, но невредимая, и искала маму своими большими глазами. Она тихонько застонала, и слезы наполнили ее глаза. Пес твердо стоял на своем месте между Шарлоттой и травой позади него, рыча с такой силой, какой миссис Филчик никогда раньше не видела. Его шерсть встала дыбом, рычание было глубоким и угрожающим, а тело напоминало сплошную линию мышц. Когда миссис Виличек подошла к своей малышке, она наклонилась и взяла дочь на руки. Почувствовав, как сильно забилось сердце маленькой девочки, она крепко обняла ее. «О, моя милая девочка!» — вскрикнула она, поспешно осматривая свое тело на предмет повреждений. Малышка не пострадала, но была напугана, и когда она почувствовала тепло и утешающее объятие матери, ее рыдания утихли. Миссис Филичек на мгновение почувствовала облегчение, но вскоре подняла глаза и повернулась лицом к Кану. Доберманы стояли перед ними. Его тело служило барьером, а взгляд был устремлен на них, не выказывая никаких признаков расслабления.
Что, черт возьми, взбрело в голову этому псу? Он никогда так себя не вел. Обычно он был таким милым и нежным с Шарлоттой, что ее родители почти не обращали на них внимания, когда оставались одни. Так почему же он внезапно напал на нее во время игры в мяч? Миссис Свиличек крепко прижимала Шарлотту к себе, продолжая дрожать от волнения и облегчения. Ее мысли все еще путались, когда Хан издал пронзительный и мучительный крик. Это был не похожий ни на один звук, который она когда-либо слышала от него раньше. Доберман слегка отшатнулся, дрожа всем телом. Его глаза расширились от боли. Он заскулил и уперся лапой в бок. Что происходило с этой собакой? Собака. Миссис Свиличек была в шоке. Сначала он напал на ее дочь, своего лучшего друга, а теперь вел себя так, будто его только что ударили, хотя она еще даже не отругала его. Хан никогда раньше так себя не вел. Он был членом их семьи уже год и всегда был спокойным, собранным и нежным, особенно с маленькой Шарлоттой. Он был собакой-спасателем и всегда вел себя так, словно знал, что эта семья дала ему второй шанс на счастье. Годом ранее миссис Свиличек заехала на парковку перед соседним приютом для животных. Она посмотрела на заднее сиденье, где Шарлотта, которой в то время едва исполнилось 6 месяцев, крепко спала в своем автомобильном кресле. Дэвид, ее муж, повернулся и одарил ее слабой оптимистичной улыбкой. «Ты уверена в этом?» — спросил он ее. «Да. Я долго думала об этом и считаю, что собака — это то, что сплотит нашу семью», — ответила она, направляясь к двери приюта. Волонтер приветствовал их теплой улыбкой, когда они вошли внутрь. Воздух внутри был наполнен ароматом мокрой шерсти и дезинфицирующих средств. Оглядывая ряды питомников, миссис Филичек сказала: «Мы здесь, чтобы взять собаку. Мы ищем щенка, которому, возможно, потребуется второй шанс, и который будет хорошо ладить с детьми». Служители улыбнулись и кивнули. «Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал он им. Они прошли мимо рядов воющих и лающих собак, с глазами полными желания, которые прижимались к прутьям своих конур. Миссис Свиличек знала, что они должны найти Шарлотте идеальную пару. Сотрудник приюта остановился возле гигантского черно-подпалого добермана, который спокойно сидел в конуре в дальнем конце и наблюдал за ними острыми подозрительными глазами. Мягким тоном сотрудники представили добермана как Хана. Он провел здесь некоторое время. Он никому не нужен, потому что болен. Но все, что ему нужно, это чтобы кто-то верил в него. Кан сидел неподвижно, насторожив уши и прислушиваясь к прибывшим. Несмотря на его худощавую фигуру и напряженные от долгого заточения мышцы, в его взгляде читалось отчаяние в сочетании со спокойным глубоким умом. Миссис Свиличек продолжала изучать добермана, ощущая углубляющуюся связь, которую она не могла до конца объяснить. Он излучал спокойное достоинство, как будто пережил трудности, но оставался оптимистом, ожидая, что кто-то увидит его насквозь и даст ему шанс. Зазрение знакомства мелькнуло в ее глазах. Вернуть воспоминания о хрупкости Шарлотты в моменты, когда жизнь казалась слишком огромным и непонятным для нее, чтобы справиться. Персонал продолжал отдавать миссис Свиличек и ее муж дополнительную информацию, касающуюся условия Хана. У пса был недостаточный вес, шерсть была неровной и тусклой, а когда он попал в приют, у него было печальное выражение глаз. Его ранние годы были трудными, что нанесло ему моральный и физический ущерб. Хан все еще был довольно слаб, несмотря на то, что персонал приюта смог в какой-то степени восстановить его здоровье. Его ослабленная иммунная система сделала его уязвимым для широкого спектра заболеваний. Чтобы поддерживать свое здоровье в норме, ему требовалась определенная диета и регулярные лекарства. Сотрудники были осведомлены о том, что большинство людей не желали обеспечивать уход, в котором нуждалась эта собака. Из-за этого Хана снова и снова обходили стороной. Потенциальные усыновители обращали внимание только на серьезные проблемы с его здоровьем, несмотря на его милое поведение.
Сердце миссис Филичек растаяло, когда она услышала печальные комментарии. Она подумала о своей дочери, которая также с рождения требовала особого внимания и заботы. Она знала, что значит быть слабой и нуждаться в любви и терпимости. Глядя на Хана, она увидела знакомую тоску в его глазах, надежду на семью, которая не откажется от него, и скромное желание получить шанс. Хан будет зависеть от них так же, как и они от него. И хотя она знала, что это будет трудно, она чувствовала, что справится с этой задачей. Она знала, каково это — посвятить себя заботе о ком-то хрупком. Миссис Свиличек почувствовала внезапный прилив сострадания. Она снова повернулась к Дэвиду, уверенная в своем выборе. Твердым голосом она сказала: «Мы справимся». В прошлом мы справлялись с трудными обстоятельствами. Эта собака нуждается в нас так же сильно, как и мы в ней. Ему. Дэвид неуверенно кивнул, и его губы изогнулись в улыбке. Он ответил: «Если ты уверен, то я с тобой согласен. Он, похоже, порядочный пес, который заслуживает шанса». После этих слов тело Хана слегка подалось вперед, как будто он затаил дыхание. Он навострил уши. Сотрудники приюта двинулись вперед и открыли дверь конуры, полностью выпустив швейцара. После недолгого колебания он подошел к миссис Хан. Свиличек легонько ткнулся носом в ее ладонь, словно хотел заверить ее, что он действительно хороший пес. Она наклонилась и обхватила его живот руками, ощущая тепло его тела и учащенное биение сердца под ребрами. Она сказала, что ты идешь с нами домой, Хан. Хвост Хана начал вилять быстрее, и он впервые издал тихое, довольное поскуливание. Казалось, он осознал, что наконец-то встретил свою семью. Родственничка. Кого-то, кто примет его таким, какой он есть, с его недостатками и всем прочим. Это была семья, готовая обеспечить его любовью и вниманием, в которых он так нуждался. Они знали, что их выбор изменит их жизнь, когда подписывали документы на усыновление и забирали Хана домой, но они были готовы к трудностям. Хан поселился в их доме со сдержанным волнением. Он нуждался в ежедневных лекарствах и многочисленных визитах к ветеринару, но семья безропотно принимала эту рутину. Его прекрасный, преданный характер скрывали страх и тревога, но постепенно он начал доверять им. Он был очень добр к малышке, всегда был рядом с ней, внимательно и безмолвно наблюдая за ней. Семья Свиличек быстро установила график, который включал в себя приготовление для него специальной пищи, ежедневное введение лекарств и частые визиты к ветеринару. Они бережно относились к нему каждый день, обеспечивая заботу и внимание, в которых он так остро нуждался. Помимо лечения его болезней, целью было помочь ему избавиться от эмоциональных шрамов, из-за которых он стал замкнутым и недоверчивым. Семья тренировала его часами, давая ему мягкие указания и подбадривая, когда у него все получалось. Вскоре он превратился из слабого больного пса в сильного способного друга, живого примера эффективности любви и терпения. Семья никогда не жалела о том, что пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы ухаживать за ним. Хан принес в их семью счастье, смех и непоколебимое доверие. До сегодняшнего дня все было хорошо. С сильно бьющимся сердцем миссис Филичек поспешила проведать Хана, который все еще вел себя так, словно ему было ужасно больно. Ей нужно было знать, что заставило добермана издать такой болезненный крик. Ее взгляд остановился на темной фигуре, наполовину скрытой среди травинок. Когда она подошла ближе, от осознания того, что это было, у нее перехватило горло. Ис. Это была свернувшаяся кольцами змея с угрожающей мерцающей чешуей. Когда она увидела изображение, ее охватило изумление. Взглянув вниз, она увидела Хана, лежащего на траве, громко и расстроенно дышащего. На боку у него была заметная опухшая рана, а мех был перепачкан кровью и грязью.
Затем она с поразительной ясностью поняла, что Хан пострадал от укуса змеи. Когда она присмотрелась повнимательнее, у нее задрожали руки. Бок Хана был проколот змеиными клыками, и яд уже начал распространяться по телу, заставляя его дрожать. Ее осенило ужасное осознание того, что Шарлотта не пострадала только потому, что Хан защитил ее от смертоносной змеи. Реальность сильно поразила ее. Своим лаем, служившим срочным предупреждением, Хан встал между ребенком и змеей, гарантируя, что змея укусит его, а не ее. Хан вела себя агрессивно в последней отчаянной попытке защитить свою дочь от ядовитого зверя. Он принял на себя основную тяжесть опасности, но сумел отвести малышку в безопасное место, бросив ее через двор. Со слезами на глазах миссис Вилличек присела на корточки рядом со своей храброй собакой. Ее сердце болело. Она пробормотала: «Ох, она!» Ее голос дрожал от горя. «Все это время ты заботился о ее безопасности. Ты сохранил ей жизнь». Ее глаза встретились с глазами Кана, который смотрел на нее со смесью горя и непоколебимой преданности. В его взгляде было облегчение, несмотря на яд, струящийся по его венам. Теперь, когда он достиг своей цели, защитил Шарлотту, он рассчитывал, что они придут ему на помощь. Она позвонила в службу спасения, и вскоре прибыла бригада ветеринаров скорой помощи. Она подбежала к ним и рассказала о проблеме. Ее голос дрожал от страха. Пока врачи укладывали Хана на носилки, миссис Свиличек оставалась рядом с ним, крепко прижимая к себе Шарлотту и говоря слова утешения бедному псу. Она понимала, что храбрость Хана предотвратила катастрофу и что теперь им нужно приложить все усилия, чтобы сохранить ему жизнь. В клинике за жизненными показателями Хана внимательно следили ветеринарные бригады скорой помощи, которые быстро стабилизировали его состояние, дав противоядие и обезболивающие препараты. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение яда, они быстро промыли и залатали рану. После нескольких трудных часов, проведенных в клинике, доберман начал чувствовать себя лучше. Его пульс участился, а дыхание стало ровнее, что было явным признаком того, что лекарство оказывает действие. Доктор заверил миссис Филичек, что Хан – жизнерадостное животное и, скорее всего, полностью поправится при правильном лечении. Его семья оставалась рядом с ним, утешая и поддерживая его, радуясь каждому крошечному шагу на пути к выздоровлению. В последующие дни счастье семьи Свиличек было восстановлено. Веселый характер Хана и его любящее, заботливое поведение также вернулись к нему по мере того, как его силы постепенно восстанавливались. Семья дорожила каждой секундой, проведенной со своим преданным другом, празднуя его выздоровление дополнительными вкусностями, нежными объятиями и бесчисленными играми. Их отношения укрепились благодаря мужественному решению Хана защитить Шарлотту, которая служила постоянным напоминанием о его удивительной преданности и любви к ним обоим. Его храбрость и преданность делу стали семейной легендой, прославляющей храбрость и преданность собаки, которая действительно стала их защитником и героем. Какая замечательная история! У вас есть такая же преданная собака, как Хан. Что они сделали? Поделитесь с нами своей историей в комментариях ниже. Мы будем рады ее услышать. Увидимся в следующем видео.